Мне 63 года. 3 года назад я похоронила бывшего мужа. Вчера утром почтальон принес конверт из банка. Белый конверт, обычный. Но руки задрожали, когда увидела обратный адрес. Я взяла его осторожно, как берут что-то опасное. На балконе остывал мой утренний чай. Я всегда пью чай на балконе. Это моя маленькая свобода. 3 года я учусь жить без страха, без его голоса в коридоре. Конверт лежал на столе. Я смотрела на него и уже знала, что-то случилось, что-то из прошлого вернулось. «Уведомление о задолженности», — прочитала я. Слова били как камни. Задолженность, кредит, 2 заемщика. Я села. Ноги подкосились. Не от возраста, от шока. Я развернула бумагу медленно, будто это могло что-то изменить, и увидела свою подпись. Только это была не моя рука. Это был его почерк, жесткий, с нажимом. Моя «Л» всегда круглая, мягкая. Его «Л» как удар. 5 миллионов рублей. На мое имя. Сердце забилось в горле. Я сидела и смотрела на эту подпись, мою, но не мою. И поняла, он не отпустил меня, даже мертвый. 3 года назад я ушла от него. С одним чемоданом, с 2000 рублей, спрятанными в коробке из-под прокладок. Я боялась каждого шороха, каждой тени. Думала, все позади. 3 года я училась дышать без его разрешения. Снимала маленькую комнату, работала в книжном магазине. Впервые за 40 лет засыпала без страха. А он все это время... Он взял кредиты на мое имя, подделал подпись и умер, оставив мне долги вместо покоя. Я посмотрела на конверт. Белый, чистый, страшный. Но знаете что? Я уже не та женщина, которую он знал. Та умерла вместе с ним 3 года назад. А это будет бороться. Я встала, налила новый чай. Руки все еще дрожали, но внутри родилась злость. Хорошая злость, та, что дает силы. «Нет», — сказала я вслух, — «я не буду платить за твои грехи». И это было началом новой войны. Только теперь я знала, как воевать. Я люблю утро. Настоящее утро, когда в квартире еще прохладно и никто не кричит из спальни. Каждый день я выхожу на балкон с чаем. Балкон маленький, узкий, но мой. Смотрю на двор, слушаю птиц. Это моя свобода. Маленькая, но настоящая. 3 года назад я ушла от мужа. Помню тот день. Снег хрустел под ногами, как сахар. В чемодане 2 платья, теплый свитер, документы и 2000 рублей, спрятанные в коробке из-под прокладок. На кухонном столе я оставила записку: «Не ищи меня». 40 лет я прожила в страхе. 40 лет вздрагивала от его шагов. 40 лет слышала: где ты была, почему опоздала, кому звонила. Его голос был как камень, мой как перышко. Когда он говорил, я молчала. Так безопаснее. В приюте, куда я пришла, была узкая кровать и тишина. Первую ночь я не спала, прислушивалась. Вдруг он найдет, вдруг придет. Но он не пришел. А через месяц он умер. Инфаркт. Соседка позвонила, сказала. Я повесила трубку и заплакала. Не от горя, от облегчения. Потом я сняла комнату, маленькую, на окраине. Холодный радиатор шипел по ночам, но я была счастлива. Впервые за 40 лет я сама решала, когда встать, что надеть, что приготовить на ужин.
Работу нашла быстро. Книжный магазин. Тихо, спокойно, пахнет бумагой и кофе. Я прихожу на 20 минут раньше, протереть полки, расставить книги. Это мой порядок. Никто не кричит, что я делаю не так. Коллега Лена – добрая женщина, младше меня на 20 лет, но называет Людмила Александровна с уважением, без насмешки. Иногда приносит пирожки с картошкой. Ешьте, пока теплые. Дочь Сашенька приезжает редко. У нее своя семья, свои заботы. Я не обижаюсь, понимаю. Она выросла в доме, где мама всегда молчала. Трудно любить тень. Внучка Полина – мой свет. Ей 9 лет. Она приходит, рисует, рассказывает про садик. Спрашивает: «Бабушка, а почему у тебя так тихо?» Я улыбаюсь. Потому что я люблю тишину, солнышко. Первые месяцы после ухода я все еще боялась. Клала стул под дверную ручку, вздрагивала от звонков. Думала, вдруг он жив, вдруг это ошибка. Но время шло. Страх уходил. Я купила новый чайник. Красивый, со свистком. Повесила занавески с цветочками. Поставила на подоконник герань. В книжном часто приходят женщины моего возраста. Ищут что-нибудь о жизни. Я даю им книги про сильных женщин. Мы смотрим друг на друга и понимаем без слов. У каждой своя история. У каждой свой побег. Я думала, все позади. Думала, теперь буду жить спокойно. Встречать утро с чаем. Работать. Видеть внучку. Стареть без страха. И вот белый конверт. Как привет из могилы. Я развернула документы на столе. Паспорт, трудовая книжка, договор аренды. Все настоящее, все мое. А рядом бумага из банка с моей подписью, написанной его рукой. Я включила лампу, свет упал на бумагу. Кредитный договор. Дата 2 года назад. За год до его смерти. 5 миллионов рублей. Огромная сумма. Откуда? Зачем? На что? Я закрыла глаза. Вспомнила его последний год. Он стал еще злее. Кричал по любому поводу. Запирал меня дома. Говорил: без меня ты никто. Даже подписи своей не стоишь. Теперь понятно, что он имел в виду. Он знал, что умирает, и решил оставить мне последний подарок. Долг, который я не брала. Цепь, которую я не смогу разорвать. Я открыла глаза, посмотрела на свои руки, старые, в пятнах, но сильные. Эти руки держали чемодан 3 года назад. Эти руки откроют дверь в банк завтра. Я встала, надела пальто, зашуршал шарф. Пора было действовать. В банке пахло пластиком и бумагой. Люди говорили тихо, но звуки резали уши. Я заняла очередь. Ждала. Передо мной парень листал телефон. Женщина в красном пальто спорила с менеджером. Обычная жизнь. Только у меня в сумке бумага, которая может все разрушить. Девушка за стойкой улыбнулась. На бейджике Марина. Молодая, красивая. Наверное, не знает, что такое страх. Чем могу помочь? Мне пришло письмо о кредите на мое имя. Я положила конверт на стойку. Ее улыбка стала осторожнее. «Паспорт, пожалуйста». Ее пальцы быстро бегали по клавиатуре. Стук, 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 как его шаги по коридору когда-то. «Договор есть. Созаемщик — ваш супруг.
Бывший супруг умер 3 года назад. Соболезную, но обязательства... Обязательства были его, не мои. Я этот кредит не брала. Мой голос прозвучал твердо. Я сама удивилась. Откуда эта сила? Марина ушла к начальству. Я ждала. Смотрела на потолок. Белые лампы делали все плоским, безжизненным. Подошел мужчина в сером костюме. «Добрый день, Андрей, руководитель отдела. Давайте разберемся». Мы сели за стеклянный столик. Он достал папку, развернул документ. Вот договор и подписи. Я увидела свое имя. Людмила Александровна К. Его почерк, жесткий, с нажимом. Это не моя подпись. Понимаю ваши эмоции, но это не эмоции, это факт. Не моя подпись. Он помолчал, потом сказал: нужна экспертиза, почерковедческая. Вы готовы? Да. Это может занять время и деньги. Я подожду и заплачу. Он удивился. Наверное, ждал слез, истерики, но я уже выплакала все 3 года назад. Хорошо. Вот бланк заявления. Напишите, что подпись выполнена не вами. Я писала медленно. Каждая буква давалась с трудом. Но я писала печатными буквами, четко. Подпись в договоре выполнена не мной. Прошу провести экспертизу. Прошу приостановить взыскание до результатов. Мы передадим юридический отдел. Ответ через месяц, может 2. Я подожду. Вышла на улицу. Ноябрь. Серо, сыро, холодно. Но мне было хорошо. Я сделала первый шаг. Сказала «нет». По дороге домой зашла в копицентр. Мальчик за стойкой сделал копии всех документов. Я сложила их в прозрачный файл. В приюте учили: все важное держи на виду. Дома достала новую тетрадь. На первой странице написала: борьба, день 1. Потом: банк, Сашенька, Андрей. Заявление подано. Это был мой дневник войны. Войны за свое имя. Телефон зазвонил. Дочь. «Мам, как ты?» «Нормально. Пью чай. Что-то голос странный. Просто устала. Завтра заглянешь?» «Конечно. Что случилось?» «Расскажу при встрече». Я не хотела пугать ее по телефону. Хотела видеть ее глаза, когда буду рассказывать. Хотела, чтобы она поняла. Ее мать больше не молчит. Вечером я перебирала старые фотографии. Наша свадьба. Молодые, красивые. Он улыбается. Я тоже. Кто бы мог подумать, чем все закончится. На одном фото море. Мы на пляже. Ему 30, мне 25. Весь мир впереди. Все мечты возможны. Я провела пальцем по своему лицу на снимке. Какая я была наивная. Верила, что любовь все победит, что он изменится, что будет лучше. Отложила фото в сторону. Взяла чистый лист. Написала свое имя 10 раз. Людмила. 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 Потом свою подпись. Настоящую. С мягкой «Л», с плавными линиями. 11 раз рука дрогнула. Получилась клякса. «Вот это мое», — подумала я. «Моя дрожь, моя клякса, моя подпись. Никто не отнимет». Ночью я долго не могла уснуть. Думала о том, что будет дальше. Экспертиза, суд, может быть, борьба. Но страха не было, только решимость. Он думал, что я слабая, что не справлюсь, что приму его долг, как принимала его крики. Но он ошибся. Я уже не та. 3 года свободы изменили меня. Я научилась говорить «нет».
научилась защищаться. Утром проснулась с одной мыслью: я выиграю. Заварила чай, вышла на балкон. Герань подняла листья к солнцу. Упрямый цветок, как я. В тетради написала: день 2. План — найти эксперта, собрать образцы подписи, не сдаваться. Потом добавила: помнить, я не одна. И это была правда. Где-то есть женщины, которые тоже борются за свое имя, за свою жизнь, за право дышать. Мы не знаем друг друга, но мы сестры по несчастью и по силе тоже. Месяц тянулся, как резина. Каждый день я ходила на почту. Девушка в окошке уже знала меня. «Еще нет», — говорила она мягко. «Спасибо», — отвечала я и шла домой. В книжном я работала, как обычно. Расставляла книги, улыбалась покупателям, но мысли были там, в конверте, который должен прийти. По ночам мне снился один и тот же сон. Стол, старый, с царапинами. Он стоит над столом, держит мою руку. «Подписывай». Что это? Неважно. Подписывай. И его пальцы сжимают мое запястье. Больно. Я беру ручку, подписываю, не глядя. Просыпаюсь в поту. Сердце колотится. Смотрю на часы, 3 утра. Встаю, пью воду, говорю себе: это только сон. Прошлое. Его больше нет. Но память живет дольше людей. Наконец конверт пришел. Серый, официальный. Я взяла его дрожащими руками. Села на лавочку у подъезда. Скрыла. Заключение эксперта. Подписи на документах выполнены другим лицом. Я прочитала 10 раз. 20. Другим лицом. Не мной. Не мной. Засмеялась. Тихо, чтобы соседи не услышали. Смеялась и плакала одновременно. От облегчения, от злости, от победы. Я победила. Первый раунд мой. Дома я позвонила дочери. «Мама, что случилось? Ты странно дышишь». «Я выиграла, Сашенька. Экспертиза подтвердила. Подпись не моя». «Какая подпись? Мама, ты о чем?» И я рассказала все. Про конверт, про долг, про подделку. Она молчала. Потом сказала: «Сволочь, даже мертвый гадит». «Саша!» «Что, Саша? Правду говорю. Сколько он нас мучил. И после смерти не успокоился». В ее голосе была злость. Та самая, которую она прятала годами. Дочь, которая росла в доме, где нельзя было громко смеяться. Что теперь? Теперь суд. Буду доказывать, что долг не мой. Я помогу. Деньги нужны? Спасибо, справлюсь. Главное, ты веришь мне? Конечно, верю. Ты у меня герой, мам. Я повесила трубку и заплакала. Но это были хорошие слезы. Дочь назвала меня героем. Не жертвой. Героем. На следующий день я пошла в банк. Андрей встретил меня кивком. «У меня заключение экспертизы». Положила бумагу на стол. Он прочитал, помолчал. «Понятно. Значит, вы были правы». «Да». «Что теперь?» «Суд. Я подам иск об аннулировании долга». «Это ваше право. Мы не будем препятствовать». Он смотрел на меня с уважением. Впервые за много лет мужчина смотрел на меня с уважением. Вышла из банка, и мир показался ярче.
Солнце пробивалось сквозь тучи. Первые лужи блестели. Весна шла. Я купила новую тетрадь с цветами на обложке. Герань, как на моем балконе. На первой странице написала «Новая жизнь», без чужих подписей. Потом вспомнила тот вечер, последний год его жизни. Он пришел поздно, пьяный. Кричал, что я никто, что без него пропаду, что даже подписи моей не стою. «Знаешь, что я могу?» — говорил он. «Могу написать твое имя лучше тебя, и никто не отличит». Тогда я подумала, пьяный бред. Теперь поняла, он готовился, знал, что умирает, и придумал последнюю месть. Но не учел одного, что я найду силы бороться. Через неделю назначили суд. Я не спала накануне, писала речь. Простые слова. Я не брала этот кредит. Подпись поддельная. Я требую справедливости. Утром надела светлое платье, скромное, но красивое. Маленькую брошь — подарок внучке, лист клена. Чтобы помнила, чтобы помолина, сказала пота и страха. Я села на скамейку, ждала. Рядом женщина листала документы, руки у нее тряслись. Я узнала этот страх. Положила руку ей на плечо. «Все будет хорошо», — сказала тихо. Она посмотрела на меня и кивнула. Мы не знали друг друга, но в этот момент были сестрами. Когда назвали мое имя, я встала. Ноги подкашивались, но я шла прямо. Села за стол. Судья — женщина лет 50, строгое лицо, внимательные глаза. «Расскажите суть дела». Я рассказала. Спокойно, без слез. Факты, только факты. Представитель банка, молодой парень в очках, смотрел в бумаги, не на меня. Эксперт зачитал заключение. Сухим голосом, но для меня это была музыка. Подписи выполнены другим лицом. Почерк не соответствует образцам истицы. Тишина. Секунда. 2. Вечность. Судья подняла голову. Суд признает подписи поддельными. Обязательства по кредиту за гражданкой К не числятся. Дело закрыто. Эти слова ударили сильнее любой пощечины. Но это был хороший удар. Удар свободы. «Вы свободны», — добавила судья и посмотрела мне в глаза. Не как судья истцу, как женщина женщине. В ее взгляде было понимание. Я встала. Ноги держали. Вышла из зала. В коридоре остановилась, прислонилась к стене, дышала. Свободно. От долга. От его подписи. От его власти, которая тянулась из могилы. Солнце било в окно. Пыль танцевала в луче. Красиво. Спокойно. Я достала телефон. Набрала дочь. Все. Суд отменил долг. «Мама, я так рада! Ты молодец!» «Приезжай вечером. Отметим. Обязательно. Куплю торт. И шампанское», — добавила я и засмеялась. Впервые за много лет я хотела праздника, хотела радости, хотела жить. Я вышла из суда, и мир стал другим. Не внешне. Те же дома, те же люди, тот же серый асфальт. Но внутри меня что-то сдвинулось, как будто тяжелый камень скатился с души. На остановке женщина спросила про маршрутку. Я ответила и улыбнулась. Просто так. Потому что могу. Дома я сняла пальто медленно, как снимают бинты после выздоровления. Поставила чайник. Обычное действие, но сегодня в нем был особый смысл. Достала документы из сумки. Решение суда.
Официальная бумага с печатью. Я погладила ее пальцем. Это не просто бумага. Это доказательство. Я существую. Я не его тень. Заварила чай покрепче, села за стол. Ела медленно. Каждый глоток как подтверждение. Я здесь, я живая, я свободная. На балконе герань подняла листья к солнцу. Упрямый цветок. Пережил зиму со мной. «Молодец», — сказала я ей. «Мы справились». На следующий день пошла к нотариусу. Нужно было оформить все документы официально, чтобы никто больше не смог использовать мое имя. Нотариус, полная женщина с добрыми глазами, выслушала, кивнула. Таких случаев много. Держитесь. Она поставила печать на документе. Круглая, синяя, четкая. Щелкнул штамп, и я почувствовала. Вот оно. Финал. Но это был не конец. Это было начало. Я шла домой и видела мир по-новому. Дети играли во дворе. Старушка кормила голубей. Обычная жизнь. Но теперь я была ее частью, не наблюдатель, участник. Вечером пришла дочь с внучкой. Сашенька принесла торт, бутылку шампанского и огромный букет. «Это тебе, героиня». Полина обняла меня за шею. «Бабушка, а почему мы празднуем?» «Потому что я выиграла важное дело». «Какое?» «Я доказала, что мое имя мое, и никто не может его украсть». Она задумалась, потом сказала серьезно. «Это очень важно. Имя — это ты, из уст младенцев». Мы сидели на кухне, пили чай с тортом. Сашенька рассказывала про работу, Полина рисовала. Обычный вечер. Но впервые за много лет я чувствовала, это моя семья, не его, моя. «Знаешь, мам, — сказала дочь, — я горжусь тобой». «За что?» «За то, что не сдалась. Могла принять этот долг, смириться. Пришлось научиться. Лучше поздно, чем никогда». Мы чокнулись чашками. Вместо звона — тихий стук. Но для меня это был салют победы. Когда они ушли, я села писать в тетрадь. Но слова не шли. Все важное уже было сделано. Оставалось только жить. Ночью я спала спокойно. Никаких снов про стол, про подписи, про его руки. Только тишина. Благословенная тишина. Утром проснулась с чувством легкости, как будто скинула тяжелое пальто после долгой дороги. На работе Лена заметила перемену. «Людмила Александровна, вы прямо светитесь. Просто хорошее настроение». «Нет, что-то большее. Как будто помолодели, может быть. Когда сбрасываешь груз прошлого, морщины разглаживаются, хотя бы внутренние». В обед ко мне подошла та самая женщина, которая покупала книгу, чтобы перестала болеть. В руках другая книга. Я хотела поблагодарить. Вы были правы, помогло. Рада за вас. И еще, можно вопрос? Конечно. Вы тоже уходили? Я посмотрела ей в глаза и кивнула. Да, и не жалею. А страшно было? Очень. Но остаться было страшнее. Она сжала книгу крепче. Я тоже думаю уйти, но не знаю как. Начните с малого. Отложите деньги. Найдите, куда пойти. И однажды просто встаньте и идите. Не оглядывайтесь. А если он найдет? Есть приюты, есть полиция, есть жизнь за дверью. Просто надо решиться открыть эту дверь. Она кивнула. В глазах слезы, но и решимость тоже. «Спасибо. Удачи», — сказала я и подумала. Вот оно, круг замкнулся. Кто-то помог мне, теперь я помогаю другой, и она поможет третий. Так и живем, держась друг за друга.
Вечером я долго сидела на балконе. Весенний воздух был мягким, пахло землей и новой жизнью. Я думала о прошедших месяцах, о страхе, который сменился решимостью, о бумагах, которые могли сломать, но сделали сильнее. Он хотел связать меня даже после смерти, но получилось наоборот. Борясь с его тенью, я обрела себя. Я взяла тетрадь, написала. Сегодня я поняла. Свобода не в том, чтобы убежать. Свобода в том, чтобы стоять прямо и говорить: это мое имя, моя жизнь, мой выбор. И никто, ни живой, ни мертвый, не отнимет это у меня. Закрыла тетрадь, поставила на полку, рядом с документами, подтверждающими мою победу. Но главное подтверждение было не в бумагах. Оно было в том, как я дышала. Спокойно, глубоко, без разрешения. Я легла спать с улыбкой. Завтра будет новый день. Обычный день свободного человека. И это было лучшей наградой. Прошло полгода. Весна сменилась летом, лето — осенью. А я все еще просыпалась с удивлением. Надо же, нет тревоги в груди. Тишина больше не пугала. Теперь в ней жил покой. Каждое утро одинаковое и разное. Чай на балконе, герань тянется к солнцу, внизу двор просыпается. Обычная жизнь, но теперь я ее часть, не зритель. В книжном я стала замечать женщин с потерянными глазами. Они приходили, бродили между полок, брали книги наугад. Я узнавала этот взгляд. Когда-то смотрела так же. Одна спросила тихо: «У вас есть что-нибудь, чтобы стало легче?» Я дала ей дом, где разговаривают тихо. Она взяла, прижала к груди. Спасибо. Приходите еще. Книги ждут. Лена как-то сказала: к вам идут не за книгами, к вам идут за надеждой. Откуда она во мне? Вы ее излучаете, как лампа свет. Дочь стала приезжать каждое воскресенье. Мы пили чай, говорили обо всем, без напряжения, без страха сказать что-то не то. «Мам, ты изменилась». «В какую сторону?» «Ты стала настоящей. Раньше ты была как тень, а теперь человек». Больно слышать, но правда. 40 лет я была тенью в собственном доме. 3 года училась быть человеком. И вот научилась. Полина рисовала нас троих под солнцем, яркими красками, с улыбками. «Бабушка, а почему ты раньше не улыбалась?» «Забыла как». «А теперь вспомнила?» «Да, солнышко, вспомнила». Однажды я получила письмо, без обратного адреса. Почерк незнакомый, дрожащий. «Людмила Александровна, вы не знаете меня, но я знаю вашу историю. Моя подруга была в суде, когда вы выиграли дело. Она рассказала мне, и я решилась. Ушла от мужа после 20 лет ада. Сейчас живу в приюте. Страшно, но дышится легче. Спасибо вам за пример. Вы дали мне силы». Я читала и плакала. Тихо, без боли. Слезы благодарности за то, что моя борьба помогла еще кому-то.
Положила письмо в папку с важными документами, рядом с решением суда. 2 доказательства, что жизнь прожита не зря. Вечером вышла на балкон. Город готовился ко сну. В окнах зажигался свет. За каждым окном чья-то история, чья-то борьба, чья-то надежда. Я подумала, сколько женщин сейчас сидят в страхе, считают дни до побега, копят деньги в коробках из-под прокладок. И если хоть одна знает, что можно выжить после ухода, значит, все было не напрасно. В книжном постепенно образовался кружок. Женщины приходили по субботам после закрытия, пили чай, говорили не о проблемах, о жизни, о том, как начать заново, как не бояться, как дышать. Я не давала советов, просто рассказывала свою историю и слушала их. Одна ушла после 30 лет брака, другая – после 5, третья только собиралась. Мы сидели среди книг и понимали друг друга без слов. Сестры по несчастью. И по силе тоже. Как-то пришла девочка лет 18. Стояла в углу, слушала. «Можно мне тоже?» «Конечно, садись». «Я за маму пришла. Она дома, она не может выйти». «Почему?» «Папа не пускает». Мы переглянулись. Знакомая история. «Передай маме. Мы здесь каждую субботу. Если сможет, пусть приходит. Если нет, мы все равно о ней помним». Девочка кивнула и ушла, а мы сидели в тишине. Каждая думала о той женщине, которая не может выйти из дома. Каждая вспоминала себя. Через месяц девочка пришла снова, с мамой. Худая женщина с испуганными глазами. «Он уехал в командировку. У меня есть час». Мы налили ей чаю, дали печенье. Просто сидели рядом. «Я не знаю, что делать», — сказала она. «Пока просто дыши», — ответила я. «Остальное придет». Она заплакала. Мы не утешали, дали выплакаться. Иногда слезы — лучшее лекарство. Когда она уходила, сжала мою руку. «Спасибо. Я вернусь, если смогу. Мы будем ждать». И она вернулась через 2 месяца, с синяком под глазом, но с чемоданом в руке. Я ушла. Мы обняли ее, все вместе. Круг замкнулся. Она была с нами. Так прошел год. Я жила тихо, спокойно, работала, встречалась с женщинами, видела внучку, пила чай на балконе. Обычная жизнь, обычные женщины. Но для меня это было чудо. Однажды ночью мне приснился он. Первый раз за год. Сидит за столом, смотрит на меня. «Ты думала, сбежишь?» «Я не сбежала. Я ушла». Какая разница? Большая. Меглец оглядывается, а я смотрю вперед. Он усмехнулся и растворился. Больше не снился. Утром я проснулась с легким сердцем. Открыла окно, воздух пах дождем и свободой. На кухне заварила чай. Достала тетрадь. Написала. Год назад я выиграла суд, но главную победу одержала над собой, над страхом, над привычкой молчать. Я не герой, просто женщина, которая устала бояться и решила жить. Если ты читаешь это и узнаешь себя, знай, никогда не поздно. В 50, в 60, в 70, пока дышишь, можешь измениться. Не надо быть сильной, надо просто сделать первый шаг, остальные придут сами. Закрыла тетрадь, вышла на балкон. Герань цвела пышно, гордо. Мы выжили, подруга, мы живем. Ровно год прошел с того дня, как судья сказала: «Вы свободны». Я все еще слышу эти слова. Они живут в стенах моей квартиры, в утреннем свете, в тишине. Сегодня утро, как всегда. Чайник свистит, герань тянется к солнцу. Но для меня это особенный день, день победы. Не над ним, над собой вчерашний.
В книжном теперь меня называют наша Людмила Александровна. С теплотой, с уважением. Я больше не просто продавец. Я человек, к которому приходят за словом. Вчера пришла женщина с дочкой-подростком. Искали книгу по школьной программе. Пока искала, женщина тихо спросила: «Это правда, что вы того ушли?» «Правда». «И ничего? Живете?» «Живу, хорошо живу». Она помолчала, потом сказала: «Моя мама всю жизнь терпела. Умерла в 60. Я не хочу так. И не надо, жизнь одна». «Но дочке нужна живая мама, не мученица». Она кивнула, купила книгу и ушла. А я подумала: семена падают в землю, когда-нибудь прорастут. Дочь теперь звонит каждый вечер, просто спросить: «Как день, мам?» Ну, болтаем о всякой ерунде. О погоде, о Полининых оценках, о новом рецепте пирога. Обычные разговоры, но в них целая жизнь, та, которой у нас не было 40 лет. Полина подросла, уже 3 класс, пишет сочинение про бабушку. Моя бабушка — герой. Она победила дракона и теперь живет в своем замке. У нее есть волшебный цветок, который цветет круглый год. А еще она умеет превращать грусть в улыбку. Это ее суперсила. Учительница спросила, что за дракон. Полина ответила: плохой человек, который обижал бабушку. Но он умер, а бабушка осталась, и это справедливо. Дети все понимают, просто говорят проще. Субботние встречи продолжаются. Теперь нас больше. Иногда не хватает места в подсобке. Сидим прямо между стеллажей. Новенькие приходят испуганные, зажатые, уходят с прямой спиной. Не все возвращаются. Некоторые решают остаться в браке. Мы не осуждаем. Каждая идет своим путем. Одна женщина, Вера, ходит уже полгода. На прошлой неделе сказала: «Я сняла квартиру, переезжаю в понедельник». Мы захлопали тихо, чтобы с улицы не услышали, но от души. Страшно? Ужасно. Но остаться страшнее. Правильно думаешь. Мы скинулись, купили ей чайник, новый, со свистком, чтобы было с чего начать новую жизнь. Иногда ко мне приходят письма из разных городов. Женщины пишут, что моя история дала им силы, что они тоже ушли, тоже борются, тоже живут. Я храню все письма, перечитываю в трудные дни. Они напоминают: я не одна. Мы — целая армия. Тихая, но сильная. Сегодня я проснулась пораньше. Пошла на балкон. Рассвет окрасил небо в розовый. Красиво, спокойно. Вспомнила тот день год назад. Как дрожали руки, как билось сердце, как страшно было входить в зал суда. А теперь вот она я. Пью чай, смотрю на рассвет, дышу. Никому ничего не должна. Это ли несчастье? В тетради написала: год свободы, год без страха, год настоящей жизни. Спасибо той женщине, которая нашла силы уйти 3 года назад. Спасибо той, которая год назад пошла в суд. Без вас не было бы меня сегодняшней. Мы одна, но разные. И каждая версия вела к свободе. Потом добавила: П.С. Герань цветет 4-ю зиму подряд. Упрямая, как я. Засмеялась. Тихо, чтобы соседей не разбудить. Хорошо жить. Просто жить. Без оглядки. Осень пришла незаметно. Листья пожелтели, воздух стал прозрачнее. Я шла на работу, шуршала подошвами по листьям и думала: вот и еще один круг. В книжном поставили обогреватель.
Лена принесла плед. Не мерзните, Людмила Александровна. Да я привычная. Холод честнее жары. Не обманывает. В тот день я раскладывала новые поступления. Детективы, любовные романы, кулинарные книги. Обычная работа. Вдруг заметила женщину у дальней полки. Стоит, смотрит в одну точку. В руках книга, но не читает. Знакомая поза. Так стоят, когда внутри буря, а снаружи надо держать лицо. Подошла тихо. «Помочь?» Вздрогнула. «Нет. То есть да, я не знаю». Посмотрела на меня, глаза красные. Плакала недавно. «Хочу что-нибудь, чтобы отпустила». «Есть такое? Пойдемте». Повела к полке с психологией. Достала тонкую книжку. «Попробуйте. Не обещаю чудес, но полегчает». Она взяла книгу, прижала к груди. «А вы читали?» «Читала и жила». «Помогло?» «Не сразу, но да». Помолчали. Потом она сказала: «Я ушла вчера. Живу у сестры». Он назвал меня нехорошо. Сказал, что я пожалею. Не пожалеете. Откуда вы знаете? Потому что жалеют только о том, чего не сделали. А вы сделали самый трудный шаг. Она заплакала. Тихо, в кулак. Я дала ей платок. Плачьте. Это нормально. Слезы вымывают боль. Когда успокоилась, спросила: «А вы тоже уходили?» «Да». И не только ушла, еще и в суде выиграла. Долгую историю. И не страшно было? Страшно. Но страх прошел, а свобода осталась. Она улыбнулась. Слабо, но искренне. «Спасибо. Можно я еще приду?» «Конечно. Двери открыты». Ушла, а я стояла и думала. Вот оно, круговорот жизни. Кто-то помог мне, я помогаю другим, они помогут третьим. Вечером рассказала дочери об этой встрече. «Ты становишься местной легендой, мам». «Какая я легенда? Обычная женщина, которая не побоялась. Для многих это и есть легенда». Мы пили чай с вареньем. Полина делала уроки. Тихий семейный вечер. Раньше я боялась тишины. Теперь купаюсь в ней, как в теплой ванне. «Мам, а ты когда-нибудь думаешь о нем?» «Бывает, но без боли. Как о старой болезни. Помню, что болела, но уже не чувствую. И не жалеешь?» «О чем?» «О потерянных годах?» Они привели меня сюда, к этому столу, к этому чаю, к тебе и Полине. Может, так и надо было?» Она взяла мою руку, сжала. «Я рада, что ты ушла. Я, наконец, узнала свою маму, настоящую». После их ухода я долго сидела на кухне, смотрела в окно. Фонарь качался на ветру. Тени плясали на стене. Вспомнила, как боялась теней. Каждая казалась им. Каждый звук — его шагами. А теперь тени. Просто тени. Звуки — просто жизнь дома. Старые трубы поют, пол скрипит, ветер гуляет, и в этом нет угрозы. Достала альбом с фотографиями. Листала медленно. Вот я молодая. Коса до пояса, улыбка до ушей. Вот свадьба. Белое платье, фата, счастливые лица. Вот дочка родилась. Маленький сверток в одеяле. На всех фото я улыбаюсь. Но если присмотреться, глаза грустные. Уже тогда что-то знала, предчувствовала.
Но шла вперед, надеялась, верила, что все наладится, что он изменится, что любовь победит. Не победила, но и не проиграла. Просто ушла в сторону. А я осталась. Закрыла альбом, поставила на место. Прошлое должно знать свое место. На полке, под слоем пыли. Перед сном вышла на балкон. Ворот засыпал. Окна гасли одно за другим. Где-то там, за этими окнами, женщины ложатся спать. Кто-то в страхе, кто-то в слезах, кто-то собирает вещи, готовясь уйти. Я подняла глаза к звездам. Мутным, городским, но все же звездам. «Держитесь», — сказала в темноту. «Вы сильнее, чем думаете. Все мы сильнее». И пошла спать. Спокойно. Без тревог. Сильный человек не тот, кто не боится, а тот, кто идет, несмотря на страх. Я шла 3 года и дошла. Теперь моя дорога прямая, в ней нет петель страха, только движение вперед, и это хорошо. Жизнь сама подсказывает, куда идти. Не кричит, не толкает, просто открывает двери. А ты решаешь, войти или пройти мимо. Я не собиралась становиться той самой Людмилой Александровной, которая помогает. Просто жила. Но женщины чувствуют, где можно выдохнуть. И шли ко мне. В книжный заходила женщина лет 40. Красные глаза, пальто не по погоде, руки трясутся. Я узнала эти признаки. Ночь без сна. Утро после скандала. Решение, которое зреет. Ищу книгу про новую жизнь. Есть такие. Вот это хорошее. Дала ей женщины, которые уходят. Она взяла, прижала к груди. А можно вопрос? Конечно. Вы верите, что после 50 можно начать сначала? Я посмотрела ей в глаза. Я начала после 60. Вам еще 20 лет форы. Она улыбнулась. Губы дрожали, но улыбка была настоящая. Значит, можно? Можно. Трудно, страшно, но можно. Главное — решиться. Через неделю она вернулась с коробкой конфет. Спасибо. Я записалась на курсы, бухгалтерские, и комнату сняла. Молодец. Как спится. Первый раз за 5 лет без снотворного. Это хороший знак. Тело знает, где ему безопасно. После нее потянулись другие. Как будто сарафанное радио заработало. Идите к Людмиле Александровне в книжный. Она поймет. И я понимала. Потому что сама прошла этот путь. От страха к решению. От побега к свободе. От молчания к голосу. Субботние встречи стали традицией. Сначала нас было 3-4, потом 10. Потом пришлось ставить дополнительные стулья. Мы не называли это группой поддержки. Просто чай по субботам. Но все знали. Здесь можно говорить. Или молчать. Плакать или смеяться. Быть собой. Одна женщина, Нина, ходила молча 2 месяца. Слушала других, кивала, пила чай. На 3-й месяц сказала: «Я готова уйти, но не знаю куда». Мы рассказали про приюты, дали телефоны, объяснили, как собрать документы, где открыть отдельный счет, к какому юристу обратиться. А если он найдет? Есть полиция, есть закон, есть мы. Ты не одна. Она заплакала. Мы обняли ее. Все вместе. Круг женщин, которые знают цену свободе. Через месяц Нина пришла с чемоданом. Я ушла. Живу в приюте. Ищу работу. Страшно до жути. Но я дышу. Мы хлопали. Тихо, чтобы не услышали с улицы, но от души. Каждый побег — это победа. Каждая новая жизнь — это чудо.
Постепенно я стала замечать, мы не просто пьем чай. Мы создаем сеть. Невидимую, но прочную. Одна нашла работу и рассказала, где берут без опыта. Другая поделилась контактом хорошего психолога. Третья предложила временное жилье подруге. Мы поддерживали друг друга. Не деньгами, их ни у кого не было лишних. Словом, советом, плечом. Как-то пришла совсем молодая девочка, лет 17. «Можно мне посидеть? Я не за себя, за маму». Конечно, можно. Села в углу, слушала. После встречи подошла. Моя мама, она не может уйти. Говорит, поздно, ей 45. Никогда не поздно, передай ей. А если она не поверит? Приведи ее сюда, пусть посмотрит на нас. Мы — живое доказательство. Девочка кивнула, ушла. А я подумала, вот она эстафета. От матерей к дочерям. От прошлого к будущему. Через 2 недели девочка вернулась. С мамой. Худая женщина с потухшими глазами. У меня есть час. Он на работе. Мы усадили ее в центр, дали чай и просто рассказывали свои истории. Каждая по очереди. Я ушла в 58. Нина — 62. Вера — 43. Разный возраст, разные истории, один финал — свобода. Женщина слушала и плакала, тихо, в платок. Я думала, я одна такая. Нет, нас много, и все мы выжили. Но у меня дети. У многих из нас есть дети. Знаешь, что они говорят? «Мама, почему ты не ушла раньше?» Она задумалась, потом спросила, а как же материально? Трудно, не буду врать, но лучше есть хлеб в своей комнате, чем пироги в аду. Время вышло. Она встала. Спасибо, я подумаю. Мы здесь каждую субботу. Если что, приходи. Ушла. А ее дочка осталась на минуту. Спасибо вам. Она впервые за много лет не сказала «невозможно». Сказала «подумаю». Это прогресс. Да, это прогресс. От «невозможно» до «подумаю». От «подумаю» до «попробую». От «попробую» до «я свободна». Долгий путь, но проходимый. Вечером я писала в тетради. Я не хотела быть примером, просто хотела жить. Но жизнь распорядилась иначе, и теперь моя история помогает другим. Это не геройство, это ответственность. Если мой путь может осветить дорогу другой женщине, пусть светит. Мы все звенья одной цепи, только эта цепь не сковывает, она поддерживает. За окном шел дождь. Капли стучали по стеклу, как маленькие кулачки. «Впусти, впусти». Я улыбнулась, открыла форточку. Пусть входит. Дождь, ветер, жизнь. Я больше не боюсь открытых окон. Тихий вечер. Дождь закончился, остались только капли на стекле, как слезы, которые высохли. Я сижу за столом. Передо мной моя тетрадь. Последняя страница. Пустая. Пора подвести итоги. Герань на подоконнике раскрыла новый бутон. Упрямая. В ноябре цветет вопреки всему. Мы с ней похожи. Беру ручку. Рука не дрожит. Пишу. Дорогая Людмила, 4 года назад ты вышла из дома с одним чемоданом. В кармане 2000 рублей. Сердце — страх. Ты не знала, что будет завтра, куда идти, как жить. Но ты пошла и дошла. Сегодня у тебя есть дом, работа, семья, которая тебя любит, женщины, которые тебя понимают. У тебя есть голос, и ты не боишься им пользоваться. Ты победила не его,
Он был только тенью. Ты победила свой страх. Научилась говорить «нет». Научилась говорить «да» себе. Научилась дышать без разрешения. Научилась жить. Это было трудно. Иногда казалось невозможно. Но ты справилась. И теперь твоя история помогает другим. Женщины приходят, смотрят на тебя и понимают: можно уйти, можно начать заново, можно быть счастливой после 60. Ты не герой, ты просто не сдалась, и этого достаточно. Живи, Людмила, дыши, радуйся утру, пей чай на балконе, обнимай внучку, помогай тем, кто слабее. Ты это заслужила. С любовью, ты сама. Откладываю ручку, перечитываю. Да, все правильно. Это моя история. От страха к свободе, от молчания к голосу, от существования к жизни. Складываю письмо, ставлю в рамку, туда, где раньше стояло фото с ним. Теперь там мои слова, моя правда, моя победа. Встаю, иду на балкон. Город засыпает. Фонари зажигаются один за другим. В окнах теплый свет. Сколько там за стеклами женщин, которые боятся, которые считают дни, которые мечтают о свободе. Я не могу помочь всем, но если хоть одна узнает мою историю и скажет: если она смогла, смогу и я, значит, все не зря. Делаю глоток остывшего чая. Он все равно вкусный, как и жизнь. Не всегда горячая, но своя. Где-то внизу хлопнула дверь. Кто-то пришел домой, а кто-то, может быть, ушел. Начал новую жизнь, сделал первый шаг. Я улыбаюсь, шепчу в темноту: иди, не бойся, дорога есть. Я ее протоптала, и другие протоптали. Иди по нашим следам, а потом найди свою тропинку. Захожу в дом, выключаю свет, ложусь спать. Завтра будет новый день, обычный день свободной женщины. Чай на балконе, работа в книжном. Может, придет кто-то за помощью, может, просто за книгой. Я буду там, живая, настоящая, своя. Засыпаю с улыбкой, в груди тепло, в душе покой. Мне 64 года. Я прожила 40 лет в страхе, 3 года в бегах, год в борьбе и, наконец, в покое. Я не жалею ни о чем, даже о потерянных годах. Они привели меня сюда, к этой подушке, к этой тишине, к этой жизни, моей жизни. За окном шумит ветер, но я не боюсь. Пусть шумит, пусть дождь стучит, пусть мир живет, и я вместе с ним. Свобода пахнет геранью и остывшим чаем. Свобода звучит, как тишина без страха. Свобода выглядит как женщина, которая улыбается просто так. Я свободна, и это навсегда. Если вы узнали в этой истории себя, знайте, вы не одни. Подписывайтесь. Впереди еще много историй, в которых каждая из нас найдет себя.